Во времена, когда на Земле царствовали динозавры, наши предки оставались в тени этих гигантских ящеров. Лишь вымирание тогдашних хозяев планеты дало шанс млекопитающим. В то время они были достаточно мелкими животными, но с точки зрения эволюции намного опережали рептилий по многим показателям. Некоторые из них даже могли позволить себе охотиться на самых маленьких динозавров, а часть видов успешно продолжает существовать на Земле и в наши дни. Сегодня мы ближе познакомимся с млекопитающими эпохи динозавров, а также расскажем о том, как изменилась их жизнь после исчезновения гигантских ящеров. Подписавшись на канал «Эпоха динозавров», вы сможете первыми узнавать о публикации новых выпусков об эволюции животного мира. Оставляя комментарии и отмечая наши ролики лайками, вы поможете в продвижении канала и в расширении его аудитории. Поэтому мы призываем всех зрителей активнее поддерживать создателей канала. Считается, что первые полноценные млекопитающие появились на Земле примерно 220 миллионов лет назад. Об их внешности и повадках известно не очень много. Однозначно можно сказать, что большинство млекопитающих мезозойской эры было очень малого размера. Многие из них вели ночной образ жизни, обитали на деревьях или под землей. Произошли они от рептилий из отряда цинодонтов, которые пережили Великое Пермское вымирание и исчезли только в начале мелового периода. С большой вероятностью, одним из таких возможных предков млекопитающих был каентотерий или каентотериум. Останки этого животного обнаружены в 2000 году, их возраст около 185 миллионов лет. Каентотерий был размером с современную кошку. На первый взгляд его вполне можно было бы принять за рептилию, хотя в строении скелета этого необычного существа уже присутствовали черты, характерные для млекопитающих. Его тело, скорее всего, было покрыто шерстью, но отсутствие ушей, более крупные челюсти и строение зубов говорят о том, что к млекопитающим каентотерии не относились. Примечательно, что вместе со скелетом взрослой особи в руки ученых попали сразу 38 скелетов детенышей этого животного. Они были уменьшенной копией своих родителей и уже обладали достаточно острыми зубами. Похоже, даже в юном возрасте они были вполне самостоятельными, тогда как детеныши всех млекопитающих нуждаются в уходе родителей в течение длительного времени после рождения. Такая плодовитость не характерна для млекопитающих, а вот для рептилий такое многочисленное потомство является нормой. Меньшее число детенышей в одном помете у млекопитающих связано с экономией энергии и с более крупным мозгом новорожденных животных, хотя некоторые млекопитающие мезозойской эры не сильно превосходили рептилий по этому параметру. Обнаруженное в Румынии, внешне похожее на грызуна животное, обладало очень маленьким мозгом, сравнимым с мозгом цинодонтов. Это существо назвали литовой толоцефал. Увеличенными размерами обладали только обонятельные луковицы и мозжечок этого примитивного млекопитающего. Это значит, что оно обладало отличным нюхом и координацией. Есть версия, что толоцефалы обитали на острове или на другой изолированной территории. Отсутствие изменений в окружающей обстановке не требовало от животных стремительного роста тела или мозга. Такое проявление карликовости характерно для многих изолированных популяций млекопитающих. Характерными представителями млекопитающих, живших в тени динозавров, являются адилодокодон и докафоссор. Это были очень маленькие существа. Одно из них обитало на деревьях, как современные белки. Другое вело подземный образ жизни и во многом было похоже на крота. Первые обитали в юрском периоде, примерно 160-165 миллионов лет назад. Длина их тела не превышала 13 сантиметров, а весили они всего 27 граммов. Их лапы были снабжены когтями, приспособленными для лазания по деревьям. Строение зубов этих крошечных млекопитающих говорит о том, что они питались растительной пищей. Лопатообразная форма резцов
позволяет предположить, что основную часть рациона составляла древесная кора. Такие зубы характерны для некоторых современных обезьян, живущих в Южной Америке. Докофоссоры обитали в Азии в середине юрского периода. Их длина тела не превышала 9 сантиметров, весили они не более 13-17 граммов. О роющем образе жизни этих древних млекопитающих говорит строение их зубов и конечностей. Часть зубов докофоссора имела довольно примитивное строение. Но некоторые из них по форме и структуре напоминают аналогичные зубы некоторых современных кротов. Кисти и стопы были хорошо приспособлены для рытья. Пальцы состояли всего из 2 фаланг, а не из 3, как у большинства млекопитающих. Причем передние фаланги имели уплощенную форму. Во времена динозавров млекопитающие уже начали осваивать и водный мир. Доказательством этого стало открытие такого существа, как касторокауда. Полный перевод его названия звучит как «зверь с хвостом, как у бобра, похожий на выдру». Это животное длиной чуть более 40 сантиметров и массой 500-800 граммов обитало на территории Китая примерно 160 миллионов лет назад. Оно вело полуводный образ жизни, охотилось на рыбу и водных беспозвоночных. Лапы были снабжены перепонками, а 20-сантиметровый хвост был плоским. Скорее всего, этот зверь по своим повадкам напоминал утконоса. Он неуверенно чувствовал себя на суше. Размножался он, откладывая яйца в норах на берегах водоемов. Но не все млекопитающие того времени были беспомощными по сравнению с динозаврами. Некоторые из них имели более крупные размеры. Они успешно охотились на детенышей и мелких динозавров. Также среди них встречались и растительноядные животные. Репиномам. Длина этого зверя могла достигать 1 метра, а вес 12-14 килограммов. В желудке этого хищника из мелового периода обнаружены кости молодого пситокозавра. Но сказать точно, охотился ли репиномам на мелких динозавров или поедал мертвых животных, ученые пока не могут. Строение его конечностей говорит о том, что быстро бегать эти звери не могли. Его лапы были короткими и широко расставленными, а ступни имели плоскую форму. Винтана. В 2014 году исследователь Джозеф Сертич обнаружил на Мадагаскаре останки древнего млекопитающего, которое обитало там в самом конце эпохи динозавров, примерно 66 миллионов лет назад. Его имя на одном из местных наречий означает «удача». До этой находки ученые располагали только отдельными зубами и неполной челюстью винтаны. Сертич смог найти полный череп, это позволило более точно описать вид. Ее длина составляет около 50 сантиметров, а масса тела около 9 килограммов. По имеющимся данным, также можно сказать, что это было травоядное животное с хорошим слухом и обонянием. Дидельфодон. На территории Северной Америки в конце мелового периода тоже обитали достаточно крупные по меркам того времени млекопитающие. Дидельфодон был сумчатым животным длиной около 1 метра и массой более 5 килограммов. По всем признакам это было всеядное животное с достаточно мощными челюстями. Дидельфодон мог охотиться на мелких позвоночных, раскалывать раковины моллюсков или поедать твердую растительную пищу. Гобиконодон. Животные из этого рода, напоминающие современных опоссумов, обитали на территории Сибири, Китая, Монголии, Северной Африки и Соединенных Штатов в начале мелового периода. Длина их тела составляла около полуметра, весили они до 6 килограммов. По всей вероятности, они были активными хищниками и питались более мелкими позвоночными. Стероподон. Это самое древнее из австралийских млекопитающих, известных науке на данный момент. Он описан по единственному куску челюсти с несколькими зубами. Возраст этих останков составляет от 100 до 113 миллионов лет. Эти животные относятся к однопроходным и являются родственниками утконосов.
Длина их тела не превышала 50 сантиметров. Бубоденс. Это небольшое животное обитало в конце мелового периода на территории североамериканского континента. Его масса немного превышала 5 килограммов, при этом большинство родственных ему млекопитающих весили не более 200 граммов. Пережив катастрофу, которая привела к исчезновению динозавров, бубоденс начал увеличиваться в размерах. Уже в начале кайнозоя эти животные достигли размеров современного бобра. Эти животные известны по единственному найденному зубу. По нему ученые смогли определить пропорции тела и предполагаемый рацион питания бубоденса. По всей вероятности, он был травоядным или всеядным. Шовалтерия. На данный момент найден единственный фрагмент нижней челюсти и часть черепа этого животного. Его обнаружили в канадской провинции Альберта, но исследователи утверждают, что шовалтерия не относится ни к примитивным, ни к сумчатым млекопитающим, о которых говорилось выше. Это было уже полноценное плацентарное млекопитающее. По меркам своего времени оно считалось достаточно крупным. Оно не уступало по размерам дидельфодону или рипиномаму, а его потомки, появившиеся после вымирания динозавров, быстро выросли до 100 килограммов. Винцелест. Это предположительно всеядное млекопитающее, обитало в южноамериканских лесах и в редколесьях. Все 9 связанных с ним находок были сделаны в Аргентине. Их возраст от 123 до 130 миллионов лет. Длина тела составляла не более 29 сантиметров, а рост был около 7-8 сантиметров. Окслест и Кудуклест. Об этих родственных друг другу азиатских млекопитающих известно не очень много. Первый из них обнаружен в Узбекистане, второй в Китае. По разрозненным мелким находкам этих животных ученые причисляют их к всеядным млекопитающим, которые в основном питались растительной пищей. Многие из описанных животных смогли пережить мелпалеогеновое вымирание. После исчезновения динозавров они не только существенно выросли в размерах. Разнообразие видов млекопитающих стало увеличиваться. Со временем они смогли занять практически все освободившиеся экологические ниши. А некоторые из них, такие как утконосы и ехидны, практически не изменились с того времени, хотя с момента их появления прошло уже более 150 миллионов лет. Мы благодарим всех, кто смотрит наши ролики полностью. Подробнее узнать о происхождении разных видов живых существ можно в предыдущих выпусках. Также в них можно найти информацию о проблемах экологии и взаимоотношениях человечества и природы.